Приветствую, славные покорители космоса! Все вы любите виртуальные миры, особенно если они дают возможность путешествовать по необъятным просторам Вселенной. Кто-то из вас восхваляет графонистый Star Citizen от Криса Робертса, другие исследуют галактику в творении Дэвида Брабина Elite Dangerous, строят корабли в Space Engineers или до сих пор наслаждаются нестареющей исландской классикой в EVE Online. Мы знаем множество космических симуляторов и с головой пропадаем в них вместе с нашими друзьями, коллегами и просто товарищами по несчастью. Но сегодня я хочу рассказать вам о чем-то действительно особенном. О еще одном симуляторе, который незаслуженно оказался незамеченным большинством геймеров, а те, кто о нем все-таки слышал, скорее всего не обратили особенного внимания. Представьте, что бы случилось, если бы кто-то объединил все ваши любимые космосимы вместе, взял лучшие из каждого и поместил в единую глобальную вселенную с тысячами игроков онлайн единовременно. Такая игра действительно существует, и имя ей Dual Universe. В не таком уж далеком 2014 году небольшая стартап-студия NovaQuark, созданная Жаном Кристофом Бейли, довольно известным французским ученым-робототехником, приступила к созданию глобальной виртуальной вселенной, где игроки могли бы самостоятельно развивать собственные экономические, политические или социальные системы. Проект получил название Dual Universe и уже в 2016 году успешно собрал на Кикстартере около 500 тысяч евро с поддержкой более 8 тысяч бэкеров. На сегодняшний день компания привлекла уже 20 миллионов как с помощью краудфандинга, так и сторонних инвестиций. Согласитесь, суммы более чем достаточны для реализации очень многих идей. Наверняка вы подумали, что это очередная инди-пустышка, на которую опять потратят кучу денег из карманов наивных геймеров. Но не спешите. Проект действительно развивается, и темпы его создания поражают. Всего за 2 года французам удалось поставить Dual Universe на колеса мощнейшего движка Unigine 2, который, кстати, является детищем российских разработчиков. А применяется он не только для игр, но и в профессиональном оборудовании и тренажерах. Были наняты десятки новых сотрудников во главе с ведущими геймплейными дизайнерами, ранее работавшими над EVE Online. И даже открыт второй офис в Канаде. Уже сейчас активно продвигаются альфа-тестирования проекта, где игра постоянно обрастает множеством новых функций. В Dual Universe вам предстоит взять на себя роль колониста на далекой-далекой планете. Земля уничтожена много веков назад, так что ваша задача построить для человечества новый дом. Путешествуя по Вселенной и космосу от первого лица, вы будете добывать ресурсы, строить здания и технику, сражаться и выживать в полностью разрушаемом воксельном мире, где в теории возможно буквально срыть целые планеты. Благодаря фирменной технологии NovaQuark вы встретите тысячи других игроков, находящихся вместе с вами в одной вселенной, а потенциально неограниченные возможности процедурной генерации звездных систем и планет позволят исследовать, создавать, строить собственные галактические империи практически бесконечно. Но все не так просто. Не забывайте, что вы всего лишь человек в неизведанном мире. Чтобы добраться до звезд, сначала потребуется обзавестись транспортным средством. Конечно, вы можете накопить деньжат каким-то образом и купить его у другого игрока. Или же воспользоваться всей мощью игровых инструментов, чтобы спроектировать и построить собственный корабль, способный выдержать суровые условия реалистичной физики, выбраться из атмосферы планеты и отправиться в космос. Вы даже сможете самостоятельно запрограммировать свою технику, создать собственные интерфейсы управления и модели поведения. Для этого разработчики из NovaQuark включили в игру специальный скриптовый язык Lua, чтобы вы могли создавать собственные игровые модификации, не выходя из виртуального мира. Конечно, это вовсе не обязательно, и если вы не знакомы с программированием, вам это никак не помешает. И, наконец, нельзя не отметить колоссальное влияние на проект уже не раз упомянутого прародителя всех многопользовательских космосимов EVE Online. Думаете, что мы все это время говорили только о симуляторе, скрещенном с Майнкрафтом? Вовсе нет. Разработчики позаботились даже о ролевых элементах,
достаточно точно и очень бережно перенесенных из вселенной EVE Online из тех самых времен, когда она была еще молода и прекрасна, попутно прихватив с собой глобальную живую экономику, где каждый игрок может повлиять на рыночные цены и наличие тех или иных товаров. Конечно, такое обилие возможностей повлекло за собой некоторые не самые приятные моменты. Если вы ценитель графических красот, то в Duo Universe освоиться вам будет не очень просто. И хотя панорамы в этой игре действительно способны завораживать, при ближайшем рассмотрении воксельный мир значительно проигрывает сработанным вручную 3D моделям. А многих из вас наверняка испугает ее стоимость. Наши западные друзья привыкли к ценникам в 30, 40 или 50 долларов за игры, поэтому для них отдать 60 евро, а именно столько стоит пропуск в альфа-тест Duo Universe, не составит большого труда. Но о нас французы не подумали. Ситуацию омрачает крайне странное решение разработчиков запретить возможность публиковать какие-либо материалы из игры до старта бета-тестирования. Никаких стримов, скриншотов, даже рассказывать о происходящем внутри игры нельзя. Вся информация проходит жесткую модерацию, так что русскоязычное сообщество Duo Universe по-прежнему остается очень маленьким и с трудом насчитывает несколько десятков активных игроков. И тем не менее, если вы поклонник космических симуляторов, любите исследовать космос и планеты, если вам не чужда инженерия и вы готовы создавать технику своими руками, то Duo Universe — это именно то, что вы искали все эти долгие годы. Осталось только немного подождать, ведь релиз запланирован уже на вторую половину 2020 года. Я точно буду там, а вы не забудьте подписаться на мой канал и поставить палец вверх. Следите за моими видео, а в описании найдете ссылку на мой Discord сервер. Спасибо, что смотрели, и увидимся во вселенной.